Ну что ж, друзья, сегодня прекрасный октябрьский денек. Природа дала нам небольшую передышку. Целую неделю штормила. Я снова на озере. У меня уже почесываются руки от рыбалки, от того, что хочется рыбачить. Ну что, погнали, будем искать рыбку. Друзья, всем привет! Продолжаем нашу рыбалку в Карелии от канала Деревушки на Онега. Друзья, несколько дней штормило, на воду невозможно было выйти. Сегодня даже ночью еще был очень сильный ветер, так что подрагивали даже дома. Вот, посмотрим, что у нас получится с нашей рыбалки. Успокоилась ли рыба после такого шторма? Начинаем нашу ловлю. Решил взбодриться чаечком. На улице достаточно прохладненько. Мне хочется чуть-чуть горяченького. Клев достаточно. Клев вялый. Можно сказать, никакой. Допью пока чайку. Ваше здоровье, ребята. Окуневое время пришло, осень. И мы начнем, пожалуй, нашу рыбалку с червяка. Троллинг пока не дал никакого результата. Фу. Попробуем половить на червячка. Поехали. Ребят, вот что я поймал. Это первая моя сегодняшняя рыбка. Я думаю, мы ее отпустим. Вот такой вот малюсенький окушаричек. И гуляй, Вася. Начало, как говорится, есть, конец будет. Глубина меняется, меня немножечко ветром крутит вокруг веревки якорной. Веревочки отпустил много. Стою на свале. Стою, точнее сказать, на луде. На свале луды, если быть точным, абсолютно. Очередная поклевка. Вот, ребят, ну вот что это такое? Вот такие вот клюют. Такие вот окуни. Я таких еще в этом году и не лавливал. Отдыхай. Попробуем насадить червячка пожирнее. Потом возьмем в руки джиг. То. В нашем деле главное плюнуть. Ребят, ну вот тут что-то поинтереснее уже. Видите, вот такой вот окушочек пришел за мелким затем. Думаю, этого можно и в тазик. Посадил червячка пожирнее. Вот, пожалуйста, результат. Так. Возьмем, пожалуй, в руки наш спиннинг. Попробуем окуня на джиг. Была поклевочка, к сожалению. Он у меня сорвался, окушаричек. К сожалению, посмотрите, что сделал с приманкой. Приманку содрал, все на конец крючка. Продолжим поиски нашей рыбки.
идет сразу на 2 удочки. Это у меня вообще улетело в озеро. Не знаю, что там. Что-то не так, чтобы большой окунек. Ну, заглотил, посмотрите как. Крепенько. Конечно, не тот окунь, которого я ищу. Но все же, рыбка берет. Ай, вырвал ему жабры. Так заглотил жадно. Этот у меня просто утащил удочку в воду. Я ее вытаскивал из воды. Хоть и небольшой окунек, но он дерзкий. Оказался дерзкий. Меня, правда, больше интересует, конечно, джиг. Будем пробовать. Вот джиг в работе. Вот опять щучка. Ё-моё. Я без поводка, ребята. Пускаем. Поменяем нашу резиночку, попробуем поставить вот такую. Хотелось бы поймать окуня. К сожалению, в последнее время поклевывают как-то на джиг большей частью щучки. Будет у нас вот с таким вот хвостиком, с сапожком. Попробуем. Ребята, клев достаточно вяленький. Мои друзья гоняют по акватории, ищут рыбку. Вот двигаются ко мне. Сейчас спросим, что у них. Есть ли у них что. Ну что, как дела? Как ваши дела? На джек? А? Ну да, сегодня клев-то какой-то вяленький. После шторма, видно, после этого. Ну вот здесь, кстати говоря, место тоже очень прикольное. Я сейчас стою. Там 4 метра. Здесь метров, наверное, 12. Да, я сейчас щучку тут дернул на джиг. Ну, отпустил небольшую. Да. Да на джиг щука активно, кстати, берет. Но у меня, видишь, эти резинки такие какие-то, что именно вот щука к ним присобачивается. Сейчас окуневый. Пытаюсь окуня поймать. Да, тут я без эхолота, но я, в принципе, ну, я тут как-то вдоль свала, здесь, да, на яму. Потому что там мелко, я пробовал, она берет как-то вот где-то метров на 8, наверное. Ну и то, как тебе сказать, такие поклевки, знаешь, пару сходов. Одну цепанул, ну и 2 раза у меня резинку там стаскивала. Завели наш моторчик и поедем искать рыбку дальше. Ну что ж, друзья, времени 6 час. И у меня последняя попытка что-нибудь поймать. Еще что-нибудь поймать. Становился на крайней точке. Будем пробовать. Ну что ж, друзья, сегодня клев, откровенно сказать, никакой. Ах ты, зараза. О, отцепился. Вот тянуть на червячка окушка небольшого. Видите, какая сегодня рыбка. Ну вот, видимо, это все-таки сказывается высокое атмосферное давление. Нет крупника, это мелочь. Ладно, кошке отдадим. Вот опять тяну окушарика. Такого вот. Немножко начала поклевывать на червячка. А корзинку его
Вот, пошел клев небольших окушков на червячка. Еще один красавчик. Эта рыбка активизировалась только, по сути дела, к темноте. Ну, хоть кошка будет довольна. Фу. Очередная поклевочка на бортовушку. Что-то небольшое. Вот еще один окушарик. Стандартные окушарики, небольшие, какие-то не осенние, ребята. Ну, ладно, что природа дает. И за то спасибо. Наконец-то поклевочка на джиг. Что ж такое-то? Клюет реально совсем на заре. Вот такой уже более-менее приличный окушарик. У меня в лодке. Только что была поклевка на мясо. Насадил на крючок кусочек мяса. Надо посмотреть, съели они у меня его или нет. Сейчас гляну. Ребят, ну вот очередная поклевка. Вот получается ситуация такая, что рыбе потребовалось 12 часов, чтобы прийти в себя. Чтобы прийти в себя после шторма. Видите, я опять кого-то тяну. Вот. Уже на самом деле темнеет. И в принципе небольшой окушок, но тем не менее приятно. Вот. Она пришла в себя и начался клев. Хотя уже надо ехать с озера, потому что реально плоховато. Становится плоховато видно. Вы сами все видите. Ну что ж, пока глаза глядят, продолжим, что ли. Вот, друзья, очередная поклевочка. Ну тут реально неплохой товарищ мне прицепился. Видите, как он гнет спиннинг. Это окушара. Такой достойный окушара. Думаю, даже нужен сачок. Вот так вот. Вот таким вот образом. Опа. Опа, 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 опа. Вот смотрите. Вот такой вот окунь. Уже под зорьку. Взял на джиг. Клев, я бы так сказал, слегка активизировался. Здорово. Озеро не отпускает из своих объятий. Еще бортовая удочка. Кусочком мяса. Друзья, уже вот так вот темно. Я уже практически ловлю на ощупь. Я не знаю, видите ли вы чего-нибудь. Но клев продолжается. Очередная мощная поклевка. Работает фрикциончик. Может быть, это щучка. Я думаю, нужен даже сачок. Так, где ты? Ах ты, вот ты. Смотрите, это щучка. Это щучка, ребятки. Ах, ушла. Ладно, не беда. Ну, на этой заключительной ноте щучка ушла домой, и мне домой. Но было клево, я ее почувствовал. Ну, очень даже приятненько ее тянуть. Какая-то ночная рыбалка. Ребят, мне сейчас клюнул такой кабаневич. Смотрите, что он мне оборвал крючок с мясом. Остался один только. Вот, видите, крючка нет. Уже не видно. У меня было посажено мясо. Обидно, крючков у меня мало. До магазина 100 километров. Точнее сказать, их просто нет. Ну что поделаешь. Это рыбалка, ребята. Это рыбалка. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не могу сейчас себя показать, камера на груди. Ребят, я пришел с рыбалки. Сами видели, в каких потемках я заканчивал свою рыбалку. А мои друзья уже делают уху на берегу. Они пришли чуть-чуть пораньше. Вот такая вот красотень у нас тут. Вот видите, горит примусочек. Вот здесь ушишечка. Печечка, да.
Культурная такая печечка. И сейчас мы съедим по мисочке ухи. Вот таким вот образом, ребята. Что, ребят, пробуем ушишку. И вам желаем быть с рыбой, кушать уху вот таким вот образом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Ой, вкуснотища. Пока-пока.